Здравствуйте, Скорпионы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на вторую половину месяца июня. Давайте посмотрим, что же ожидает вас в этот отрезок времени. Я напоминаю вам, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал. Более того, можете оставить сообщение или лайк под этим видео. Мне будет очень приятно знать, что расклад вам подошел, что он перекликается с конкретно вашей ситуацией, что он вам нравится. Более этого, у меня есть еще сейчас такой разбор, нумерологический разбор дат рождения на моем YouTube-канале. Кому это интересно, можете посмотреть примеры таких разборов в альбоме, который называется «Нумерологический разбор даты рождения». Также, если хотите поучаствовать в акции, читайте сообщения под этим видео в закрепленном комментарии и пишите свою дату рождения, возможно, я ее разберу. Итак, скорпиончики, давайте посмотрим, что же происходит у вас с 15 по 30, правильно, 30 дней в июне, с 15 по 30 июня. Давайте посмотрим. Итак, первая карта, которая у вас есть, это карта десятка жезлов. Карта, знаете, тяжести, груза, может быть, ситуация, где вы чувствуете себя немного перегруженными, уставшими. И некоторые из вас сейчас могут переживать какой-то период профессионального выгорания. Возможно, этому должен прийти конец. И десятка жезлов, она показывает, что то, что начиналось с тройки жезлов, со временем стало невыносимым, тяжелым. Может быть, вы достигли той точки, когда вы понимаете, что вы в фазе выгорания, вы перегружены, и вы больше не хотите нести какой-то груз. Тяжелый груз работы, каких-то обязательств, возможно. Тут же карты повешенные. Вам нужно сделать паузу. Вам нужно отступить назад, сделать такую паузу, шаг назад сделать, и посмотреть на все под другим углом. Возможно, посмотреть на все иначе, и вы увидите все иначе, увидев ситуацию по-другому. То есть очевидное сочетание. Дальше четверка кубков, которая, в принципе, это тоже говорит о похожем состоянии. То есть апатия, уныние, возможно, ощущение, что что-то, над чем вы работали, трудились какое-то долгое время, оно либо не получилось, как вы хотели, из-за этого чувства апатии или недовольства от того, где вы сейчас находитесь. Возможно, вы рассматриваете другие варианты, которые вам здесь даются свыше, но вы как будто бы не готовы их принять или чувствуете, что вы застряли в рутине, и вас тянет остаться там, где вы сейчас находитесь, где вам привычно, хоть и тяжело, хоть и непросто, хоть вы устали, подавлены или выгорели, но тем не менее вы думаете, если я пойду по другому пути, по новому пути, а будет ли он для меня успешным? То есть вы как будто бы рассматриваете этот вариант, но вы очень-очень осторожно на него смотрите, потому что у вас есть искушение вернуться к тому подвешенному состоянию, в котором вы находились или находитесь сейчас. То есть вы на это все смотрите как-то так, то есть, может быть, вам просто жалко сил, потраченных на то, во что вы вложились. Поэтому есть нежелание принимать быстро эту возможность. Тут же есть двойка кубков. Основное влияние может уделяться партнерским отношениям, настоящим партнерским отношениям, в которых вы сейчас находитесь или в которых вы хотели бы быть. Может быть, речь идет о партнерстве или о сотрудничестве. И знаете, это отношения, в которых все участники полностью согласны друг с другом. То есть они как будто в одной лодке находятся, и они в одном направлении гребут. То есть у вас есть что-то общее, у вас есть какие-то основные ценности, потому что это карта родственной души. У вас совпадают какие-то мнения и взгляды. И для некоторых из вас, знаете, может быть, это связано с тем, что как будто бы и с собой, тоже партнерские отношения. Являетесь ли вы другом для себя в том, как вы поступаете в ситуациях таких опять-таки с работой, допустим. То есть независимо от природы этих партнерских отношений, это отношения с другим человеком или это ваше, это взаимоотношения с собой, уважение к себе, стоит ли тянуть на себе какое-то бремя или нет. Здесь могут быть разные ситуации. Давайте посмотрим, что здесь еще может быть. Здесь карта умеренности или карта баланса.
Карта знака Стрелец, может быть, общение с человеком знака Стрелец для кого-то из вас важно, но в любом случае здесь по умеренности можно говорить о том, что вот как будто бы вы сконцентрированы в второй половине месяца июня на том, чтобы вот по карте двойка кубков, которая здесь показывается, да, чтобы прийти к равновесию в отношениях, может быть, уравновесить себя, уравновесить отношения с кем-то близким вам. Сосредоточенно, внимательно вы смотрите на это партнерство, ключевое для вас, важное партнерство, в которое есть для вас духовная связь. Может быть, для кого-то, для кого важно отношение с собой, здесь единение с самим собой. То есть вам нужна вот эта вот умеренность, душевное спокойствие, опять-таки по умеренности и уравновешенность. То есть речь идет о том, чтобы здесь научиться создавать баланс. И для тех, кто находится в отношениях, если у вас были разногласия какие-то, то приходит возможность помириться, как-то уравновесить эту энергию. Также, если у вас была какая-то размолвка, недопонимание, из-за этого тупиковая ситуация, разочарование, вам дается шанс помириться в этих отношениях, прийти к взаимопониманию. Для тех, у кого это связано с тем, что вы состоите вот в отношениях, допустим, сейчас и пытаетесь понять, действительно ли у вас вот такие отношения, как вы хотели бы, что нужно сделать для того, чтобы они стали лучше, возможно. Может, вас что-то не устраивает в этих отношениях, да, то есть вы думаете перейти к следующему этапу в отношениях с таким человеком или нет, то есть вот как будто вы понимаете, что трудно найти человека, который бы разделял ваши ценности и взгляды. И если это вот человек, которого вы уже нашли, он подходит, да, то стоит с ним строить дальше отношения, следующий этап. Если нет, то, соответственно, может быть, имеет смысл какой-то вариант другой рассмотреть. То есть вот здесь вот вы в этих раздумьях находитесь, но при этом взвешиваете варианты и по умеренности приходите к какому-то решению, да, которое приводит к вашему душевному спокойствию и равновесию, гармонии. Давайте посмотрим, что еще здесь может быть. Карта принца жезлов или рыцаря жезлов. Здесь у нас идет с королем кубков. Карта огненной стихии, карта водной стихии. Кстати, скорпионы, в принципе, это водный знак. Карта может показывать вас по королю кубков, также других водных знаков, с которыми вы можете взаимодействовать. Это раки, рыбы или скорпионы. И также есть огненный знак, это лев, овен или стрелец, поэтому, даже не знаю, в принципе, может быть, общение с таким знаком, такого знака зодиака. Вот принц жезлов. Принц жезлов рядом с десяткой жезлов. То есть какое-то бремя, которое вы несете, оно должно прекратиться, вот как будто вы его должны сбросить, и вы его... этот груз несете на себе, да, по королю кубков. Вот ощущение, что вы в середине июня, неся на своих плечах огромный груз или огромные какие-то чувства, чувствуя вот эту большую ответственность и тяжесть, которую вы на себя взвалили, вместе с вот этим королем кубков, соответственно, которым вы являетесь, вы справляетесь с этим бременем или с тем, что вызывает у вас выгорание, и вы делаете это с какой-то значительной эмоциональной зрелостью, то есть проявляясь здесь по этому королю кубков, проявляете спокойствие, проявляете эмоциональное мастерство, то есть вы не позволяете стрессу сломить ваш дух. И здесь вот эта карта, это скорее ваша собственная энергия или кого-то из вашего окружения, кто вам помогает справиться с этим бременем, с этим грузом. Поэтому король кубков. Возможно, вы пытаетесь сохранить ваше такое душевное спокойствие в этой всей ситуации, стараетесь быть эмоционально уравновешенным и спокойным. И здесь вот эта карта рыцаря жезлов, которая такая огненная, пылкая, да, она действительно внезапная и быстрая, она страстная, импульсивная энергия, которая появляется под десяткой жезлов и вырывает вас из состояния повешенного. Этот рыцарь огня, да, это проявление движения и каких-то быстрых результатов показывает, что вы готовы здесь совершить такой вот сильный, серьезный какой-то скачок
в, может быть, неизвестность или рискнуть там, где этого требуют обстоятельства, то есть бросить себе какой-то вызов и сбросить с себя этот тяжелый груз, сбросить с себя тяжелое бремя для того, чтобы, может быть, начать с чистого листа, потому что вот вы по-другому смотрите на вещи иначе, то есть как будто меняете в себе отношение к чему-то и приходите к большему балансу. То есть вы справляетесь с этой ситуацией с достоинством. Вы хотите дальше двигаться, вы хотите начать, да, все как будто бы с новой там страницы, с новой главы. И да, для кого-то это как прилив энергии, прилив такой страсти и желания реализовывать эти возможности. Ну да, для кого-то придется здесь как выйти из зоны комфорта здесь, из этого подвешенного состояния. Карта туза мечей, карта восьмерка пентаклей, она тоже на самом деле по тузу мечей показывает, что вы как будто бы решаете таким образом какую-то ситуацию проблемную, вы находите решение, вы рассекаете какую-то неизвестность или вот эту ситуацию выгорания ясностью, которая к вам приходит. То есть вы наконец-то видите ситуацию ясно, она вам становится понятной, вы видите ее в другой перспективе в конце концов. То есть что-то могло произойти в вашем внешнем окружении, может быть, в ваших отношениях, и оно позволило вам понять, что так больше быть не может, и нужно что-то категорически применять. То есть с приходом этой истины, этой идеи, этой неоспоримой, просто абсолютной истины, этого озарения, прозрения, которое здесь приходит, соответственно, к вам, желание отсечь какую-то проблему, двигаться дальше, потому что у вас есть эта идея как выход из лабиринта, в котором вы находились. И карта восьмерка пентаклей — это карта мастерства и упорного труда, а также сосредоточенности на выполнении какой-то работы и внимания к деталям. Традиционно, да, она показывает, что вы над чем-то действительно прочным, стабильным, долговечным работаете. То есть для этого нет короткого пути, это большой, трудный, трудоемкий процесс, и вы, может быть, чувствуете себя немножечко застрявшими в этой рутине постоянно каких-то действий, которые выполняете, но вы все равно движетесь вперед, вы не хотите застрять в этом круговороте событий повторяющихся, и вы просто вот долгое время бежали, выполняли какую-то нагрузку на себя взваленную или какие-то обязательства, почувствовали, что вы в этой рутине застряли, но она закончится в тот момент, когда вы осознаете, как двигаться дальше и как использовать свои сильные стороны в этой ситуации. Карта восьмерка пентаклей. Может быть, какое-то решение, идея, которая к вам приходит, как действовать там в этих отношениях, что над ними сделать, да, какую работу провести, чтобы они дальше развивались, чтобы их не бросать на середине, даже если вот здесь чувствуете вот эту, опять-таки, тяжесть, которая на вас есть, это бремя из-за этих взаимоотношений. Карта королева мечей, карта шестерка кубков. Королева мечей, шестерка кубков, принц пентаклей или рыцарь пентаклей его еще называют. Но здесь в целом по рыцарю пентаклей, который такой неспешный, неторопливый, да, для кого-то из вас здесь может быть период, собственно, вторая половина июня, когда возникает какое-то желание вернуться к старым способам восприятия, потому что у вас есть ностальгия о чем-то, что было раньше, как вам было комфортно, уютно раньше. Может быть, есть какие-то отношения, которые нужно переосмыслить, может быть, вы находились в отношениях, от которых ушли, а сейчас думаете к ним вернуться, потому что вам как будто бы есть желание вот вспомнить тот образ жизни или те отношения, в которых вы были, или как раньше у вас отношения складывались до того, как вы загружены были работой. То есть вы как будто здесь понимаете, что вам лучше сделать, и с королевой мечей возникает опять-таки ощущение, что вам приходит идея, как лучше поступить. То есть какая-то мысль, какое-то желание, да, найти выход из этой проблемы, оно, собственно, да, и решается. По королеве мечей вы можете четко посмотреть правде в глаза, увидеть истину и по королеве мечей принять какое-то совершенно логичное решение в этой ситуации. И эта карта принца или рыцаря пентаклей, она достаточно медленная, она показывает, что вы медленно, скорее всего, будете продвигаться вперед и не бросаться в омут с головой. Да, карта ностальгии, воспоминаний, которая обычно связана с прошлым, шестерка кубков, может говорить о том, что вам хочется вернуться к чему
чему-то или кому-то из прошлого. Это вызывает у вас чувство вот такой радости, ностальгического воспоминания. Но также, да, опять-таки, десятка жезлов, которая у вас была, помним о ней. Возможно, это было не самое простое, тоже не самый простой период в вашей жизни. Давайте посмотрим принца Пентаклей. Принца Пентаклей, влюбленные. То есть рыцарь Пентаклей как возможность, как шанс выступает, как какая-то хорошая возможность в вашей жизни, которая вам может даваться здесь. И тут же еще и карта влюбленная, выбор, который вы можете делать. Но при этом тут же пятерка Пентаклей. То есть здесь, в принципе, как у вас есть ощущение нехватки или ощущение недостатка, чего бы то ни было, будь то финансового, материального или эмоций, каких-то не хватает проявленных, есть чувство отчуждения, отдаления от кого-то или чувство, что вы недостаточно в чем-то хороши, но, соответственно, вам здесь нужно будет по этой пятерке кубков осознать, что вам этого недостаточно, или если вы в чем-то недостаточно хороши, как-то улучшить эту ситуацию, возможно, да, то есть, опять-таки, не пребывать в воспоминаниях о прошлом или каких-то устоявшихся привычках, которые вас удерживают в состоянии дефицита, страха или изоляции и тому подобное. То есть вот эти карты, которые идут здесь рядом, они показывают, что вам нужно выбраться из этой негативной энергии, вам нужно здесь сделать выбор, соответственно, в пользу той возможности и шанса, который вам дается по принцессе Пентаклей. Кстати, у нас здесь кроме огненных, воздушных, еще много земных знаков есть, соответственно, может быть, что-то касается земного знака, но в любом случае вы здесь анализируете ситуацию и устанавливаете связь с своим интуитивным, глубоким чувством понимания и знания происходящего. То есть вы доверяетесь вот этим событиям. Если вы чувствуете непреодолимое желание двигаться вперед, то это своего рода озарение и понимание, какой путь вам нужно выбрать, чтобы не вернуться к старым привычкам, возможно, потому что не так все было раньше хорошо, как вам это, может быть, кажется, и продвигаться дальше вперед. В одну реку дважды не войдешь, да, то есть продвигаться дальше вперед, потому что эта ситуация, она, собственно, показывает, что вас направляют на правильный путь, показывает, что выбор нужно сделать в пользу каких-то хороших возможностей, хороших предложений, которые принесут больше уверенности и баланса, соответственно, в вашей жизни. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для скорпиончиков мы завершаем. На этом я с вами сегодня прощаюсь. Желаю всем всего самого хорошего. Участвуйте в акции. Под этим видео есть условия. Можете написать свою дату рождения, кому это интересно. И также не забудьте оставить комментарий по поводу вот этого конкретного расклада, насколько он перекликается с вами, с вашей ситуацией. Мне будет это очень-очень интересно узнать и полезно для моей дальнейшей работы с вами. Итак, на этом я с вами прощаюсь. До скорого!